Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень важное видео. Буду доготавливать болванку под анатомическое сиденье и будем снимать с нее матрицу. Я ее уже вышкурил, она вся гладенькая, ровненькая, но не окончательно, потому что потом матрицу еще раз нужно будет вышкуривать и еще раз подготавливать. Ну а сейчас я приступаю к покраске. Была краска у меня вот такая. Цель покраски — выровнять поверхность еще более качественно и чтобы не впитывалась эпоксидка. Все, в принципе, все просто. Начинаем доготавливать болванку. Краска у меня оставалась от покраски мастерской. Оранжевый цвет что-то не зашел. Ну, вы помните те времена, когда я по 10 раз перекрашивал мастерскую. Первый слой есть. Ну, что я хочу сказать. Матрицу мы в этом видео точно снимем с нее. Вот такое сиденье получается, друзья. По проекту я решил немножко приподнять всю эту конструкцию. То есть посадка будет более формульная, потому что с этого края я приподниму сантиметров на 10. И то есть посадка будет более лежачая. Покрыл форму специальным разделителем, такая вот она теперь блестящая. Пытался даже зашпаклевать, друзья, но потерпел фиаско. Будем все-таки потом обрабатывать эту форму. Фиаско потерпел потому, что здесь мягкий пенопласт. Плюс его, по-моему, еще начало разъедать немножко. Короче, не прокатило это дело, потому что шпаклевал полиэфирной шпаклевкой. И, видимо, она разъедает именно этот желтый пенопласт. Покрывал разделителем вот такого плана, очень вонючий он, поэтому пришлось покрыть и уходить домой. Но вроде образует такую характерную, хорошую пленочку. Сейчас разогреваю свою старую эпоксидку ED20, которая очень быстро полимеризуется. Можно буквально за час ее засушить и понять, будет ли прилипать к форме эпоксидка или нет. Хоть разделитель и специальный, но я никогда полностью не доверяю тому, что написано, и то, что использую первый раз в жизни. Поэтому надо наклеить и проверить. Иначе вся работа будет на смарку по изготовлению формы, по изготовлению матрицы. Ну, надеюсь, сегодня мы сделаем таки матрицу, точнее заложим композит, и будет неопределенное время он полимеризоваться, дня 3 как минимум. Ну вот она, заплаточка. Что ж, ребята, проверяем. Я вот тут уже пытался подрывать ее. Вот. Видите, почему нужно всегда проверять? Не сработала, вообще не сработала эта штука. Эта пленка абсолютно не сработала, видите? Все приклеилось, и если бы я пытался снять матрицу, то эта матрица бы не вытащилась. В итоге набрал еще кучу разделителей. Проще говоря, забрал все, что было в магазине. Это разделители в спреях, друзья. Вот такой. Это глянцевый, есть матовый. Вот он матовый, он по весу как-то больше. И вот такой. Сказали, очень популярный. Тоже создает какую-то пленку. Написано, рассчитан на 100% съем. Короче, сейчас начну покрывать, а потом посмотрим, как это работает. Поверхность получается матовая. Сделал очередное приклеивание стеклоткани. А вот она уже здесь сушится, друзья. Для ускорения процесса грею печка, и через час мы узнаем. Это максимум через час, приклеится она или не приклеится. Просто слишком уж важная процедура предстоит. Хотелось бы удостовериться, что все будет хорошо и ничего не приклеится намертво. Чуть-чуть не попался я уже на удочку. Видите, та тоненькая пленочка от первого состава, вот видно ее хорошо. Но она абсолютно не спасает почему-то. А хотя покупал ее в соответствующем магазине. Очень странно, прокисло что ли. Что-то погодка, ребята, не благоволит. Видите, какие лужи, влажность. Только что прошел дождик. А для эпоксидной смолы это очень печально. И, конечно же, я бы не стал детали на болид делать при такой погоде, потому что в сырость карбончик гораздо хуже получается. Но, в принципе, форму выклеить можно. Сделать матрицу можно, от нее таких каких-то мега прочностей не требуется.
Поэтому я принял решение, что буду делать прямо сейчас. Хватит мурку водить, надо брать и делать. Вроде бы уже все отстает, все так, как и должно быть. Вот эта вещь, которая называется ПВА, что-то не зашла мне. Это разделительный спирт. Но когда я пытался ее намазывать, она как-то комками скатывается. Ну, как брызги на стекле, в шарики собирается. То есть не смачивает поверхность, что очень странно. Поэтому от ее использования я отказался. Так, надо чуть прибраться и размешивать эпоксидку. Работы предстоит довольно-таки много. Надо заготовить как можно больше стеклоткани. При выклеивании я заодно смогу прикинуть, а сколько же надо на кресло. Сколько же надо потом будет карбона, чтобы оно было и прочное, и по минимуму легкое, то есть с минимизацией веса. Ох, и работенка предстоит. Никогда такое большое не делал. Интересно, как быстро получится. Хотя делал бампер, помню как-то, но он кривой весь был, а тут вроде как ровное, должно более-менее приятно работаться. А там посмотрим, друзья. Все первый раз, когда делаешь, много неожиданностей. Наверное, пол-рулона уйдет. Еще, может быть, стекломат использую. Ну что ж, надеюсь, размешал. Это у нас сейчас целый килограмм композита сразу получится. Ну, вот так мы и делаем прям сразу. Вот так. Оп. Полкилограмма смолы, можно сказать, рассосалось. Успешно. Так, все, будем стеклоткань закладывать. Попробуем цельным листом для начала. Хотя она не пойдет. Ну, попробуем. Вдруг пойдет. Все вроде бы идет нормально. Ну вот, друзья, все готово. Ушло примерно 5 килограмм композита, около 2,5 килограмм смолы. Вот оно сколько уменьшилось, видите, из банки. Ну и, соответственно, 2,5 килограмма стеклоткани. Работал около 2 часов. Ну и вот, собственно, что мы имеем, что получилось. Примерно 5 слоев здесь очень толстой стеклоткани. Когда снимем матрицу, поймем, насколько здесь все жестко. Но я старался равномерно распределять, старался сильно много смолы не накладывать. Вот видите, как оно выглядит? Когда много смолы, есть такие островки. А когда смолы мало или нормально, ну вот она такая, даже не совсем пропитанная. Можно чуть-чуть даже распределить. Да, вот видите, сырость как работает. Белесая такая смола напитывает влагу. Все из-за того, что дождь на дворе. В общем-то, вонища страшная, надо побыстрее убраться с помещения и надо ждать несколько дней. Я даже не знаю сколько. Возможно, придется ждать даже неделю, потому что не особо пока что тепло, а надо, чтобы очень качественно все полимеризовалось. Иначе будет плохо обрабатываться и плохо выйдет из болванки матрица. Так что у меня на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите своим жирным лайком. Всем пока, до новых встреч!